Всем привет! Как и обещала, в этом видео я покажу, как сделала вот такую цифру 3 с Халком и Спайдерменом. Мне хотелось сделать цифру с изюминкой, а так как тема дня рождения супергерои, то первое, что пришло в голову, это Халк, спасающий мегаполис в виде тройки. Но получилось, что на пару со Спайдерменом он спасает район пятиэтажек от реновации. Для начала начертила цифру 3 с помощью линейки на бумаге и вырезала ее. Приклеила на картон и вырезала еще раз, уже с припусками на боковые стороны цифры, там, где это получалось. Дополнительно вырезала все недостающие боковые детали и приклеила их на бумажный скотч. Потом обвела цифру на картоне и вырезала, оставив два припуска на боковую сторону. Это задняя часть. Ее также приклеила на бумажный скотч. Дальше с помощью клеевого пистолета приклеиваю прямоугольники из нескольких слоев картона, так чтобы они получались разной толщины. Внизу у меня более объемные и выпуклые прямоугольники, как будто это дома, которые находятся к нам ближе всего. Ну а те, что выше, как будто бы выглядывают из-за них, находятся дальше. Потом я взяла клей ПВА и обклеила всю цифру бумажными салфетками. Особенно много уделяла внимания тем местам, где были видны края картона. Так они получаются аккуратнее, а соединение получается прочнее, что повышает шансы цифры не развалиться во время праздника. Когда вся цифра обклеена, начинается время супергероев. Нарисовала на бумаге силуэт Халка, а потом вырезала его и начала делать объемным с помощью фольги, бумаги и целлофановых пакетов. Фиксировала все это сначала бумажным скотчем, а потом выяснилось, что обычным скотчем делать это гораздо удобнее. О клеевом пистолете вспомнила только тогда, когда приклеивала руки Халка к цифре 3. Также подклеила и то, что пыталась отвалиться от Халка, и не держалась скотчем. Потом взяла целлофановые пакеты и нарезала их на ленты. Фиксировала их и скрепляла между собой горячим клеем и туго обматывала части тела Халка. Там, где надо, добавляла объем, наматывая ленты в несколько слоев. По тому же принципу сделала и Человека-паука, только его после фольги и перед целлофановыми лентами обмотала проволокой, так как он должен был держать форму, но ноги и руки у него тоньше, чем у Халка.
Целлофановые мумии супергероев обклеила бумагой в 2 слоя на клей ПВА. Если вы хотите сделать такие фигурки более прочными и долговечными, то обклеивайте большим количеством слоев. С каждым новым слоем они будут становиться тверже. А еще лучше обклеивать не тонкой бумагой, как у меня, а маленькими кусочками более плотной бумаги. Мне же хотелось сэкономить время и не заморачиваться. Далее покрыла супергероев и цифру шпатлевкой. Сзади не очень старалась их покрывать, так как времени было мало, да и фигурки делались на один день. Потом покрывала все грунтовкой глубокого проникновения. Сначала сзади, а потом спереди. И вот началось самое приятное – разукрашивание. Разукрашивала акриловыми красками. Для домиков я в белый замешивала другие цвета – фиолетовый, желтый, оранжевый, красный, голубой и зеленый. По бокам цифры растягивала цвет. Пока домики сохли, добралась до Халка. Он обычно зеленый и в фиолетовых шортах, которые до превращения были, видимо, штанами, а Человек-паук в своем красно-синем костюме. Дальше черным цветом добавила паутину и паука на костюм. А также черным обвела каждый домик и нарисовала окошки и двери. На подсохший черный белым контуром заполнила глаза. Так они получились немного выпуклыми, но контур слегка растекся, пока сох. Посмотрела в интернете, как выглядит Халк, и нарисовала его совсем не похожим. К этому зеленому самозванцу лучше не приглядываться. Подчеркнула ему мышцы и пресс. А вообще, если вам кажется, что все разукрашено не очень аккуратно, то знайте, так было задумано. Так как Халк на своих нехрупких плечах держит маленький район, приклеила веревки к цифре и к Человеку-пауку ему в помощь, чтобы можно было эту конструкцию закрепить. Ну что, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.